Всем привет, привет, приветствую вас на очередной рубрике, да, если так можно сказать, о Таро простым языком, болталки. Сегодняшняя наша болталка, беседка, будет под названием «Три важные вещи для таролога». Если бы меня спрашивали, какие три самые важные вещи, которые я могу подчеркнуть для начинающего таролога, да вообще для таролога, вот из всего разнообразия я бы выделила следующим порядком. То есть первое – это то, что, в принципе, практикуется и в коучинге – непредвзятость, то есть нейтральность. Когда мы делаем расклад, очень важно входить вот в это состояние нейтральности. То есть не перекладывать свои собственные страхи, сомнения, свой собственный какой-то опыт, эмоции на расклад. То есть как можно больше входить вот в это состояние нейтральности, непредвзятости, не додумывать, да, какие-то арканы, какую-то ситуацию, а именно пропускать ситуацию через себя и интерпретировать так, как она есть. Поэтому непредвзятость – это прям очень важный такой фактор, он был и в коучинге. Помимо раскладов непредвзятость непосредственно клиентам. То есть вообще научиться быть в таком, знаете, нейтральном фоновом состоянии, не оценивая как можно ситуацию на плохое и хорошее, там добро и зло. Вот это было бы в идеале, да, но к этому нужно идти, если ставишь себе цель и развиваться в этом направлении. Потому что само по себе такое не может случиться. Иногда бывает какая-то предвзятость к клиентам, да, когда обращать. Может быть, какая-то личная неприязнь. Вот. Но, опять же таки, если к нам приходит клиент, он пришел не случайно. Он притянулся на какую-то нашу энергию, на какую-то нашу волну, на какие-то наши качества, с одной стороны. С другой стороны, велика вероятность, что ту информацию, которую должен получить клиент, он может получить именно от вас, именно от этого конкретного таролога в этот конкретный момент. Потому что я не верю в случайности, я не верю, что вот что-то так, знаете, как-то случайно открыла интернет, случайно зашла на ваш канал, и тут случайно, значит, появился какой-то анонс Блица, и я к вам пришла, либо на консультацию. Я не верю в случайности, я верю в закономерности. Поэтому для меня первое очень важное качество – это непредвзятость. И желательно ее вообще и в жизни трактовать. Ну, по крайней мере, почему я ее выделяю? Потому что, исходя из своего опыта, я видела, что иногда я ошибаюсь. И в понимании, то есть, допустим, оцениваю человека как зачем он мне нужен, да, либо это не мой клиент, но потом, когда включаешься, узнаешь, как-то больше тебя заинтересовывает клиент как личность, да, и ты понимаешь, что ты ошибалась, даже если это не клиент, а вообще человек по жизни. Вот, то есть бывают и такие моменты, что да, я ошибаюсь, и я это признаю, и я в себе вот практикую именно вот эту вот непредвзятость, потому что мы так или иначе при раскладе, когда делаем расклад Таро, мы искажаем полученную информацию через призму своего собственного опыта. То есть искажение так или иначе есть. Потому что информация, которая приходит, она приходит как луч света, и она преломляется через сознание того или иного таролога. Поэтому мы и притягиваемся к тем или иным людям, с которыми у нас созвучны наши волны. Если таролог звучит на определенном уровне вибраций, это видно в его речи, это видно в его манере поведения, в повествовании, вербально, невербально. Вот на это все притягивается клиент. То есть, по сути, клиент притягивается на энергию самого таролога. Он притягивается не на таро-расклад, он притягивается на энергию таролога, который транслирует тот или иной расклад в тот момент. И поэтому преломление информации есть, и чтобы ее было, вот искажение, да, в момент преломления, было как можно меньше, вот человек должен быть, таролог должен быть непредвзятым. Вот, это первый момент. Из него вытекает и второй момент.
это непосредственно проработка самого таролога. Для меня лично это важно. Когда я была коучем, это тоже, этот момент, он присутствовал. То есть проработка своих собственных страхов, убеждений, моделей поведения, видения, привычек. Для чего? Когда таролог зашоренный, либо какой-то профессионал, коуч, неважно, зашоренный, да, он смотрит на мир, мы все смотрим через призму, да, своего какого-то видения, своей картины мира. Но когда эта картина мира очень узкая у человека, да, то он информацию, которую будет передавать, он ее будет искажать. То есть, допустим, исходя из того, что я сказала даже ранее, если, например, у таролога есть какое-то предвзятое отношение к людям, скажем так, нетрадиционной ориентации, то и в раскладе это будет, как это сказать, проскальзывать, да, то есть если есть какая-то неприязнь, и пришел к нему такой человек, конечно, не принять у него, наверное, не может, хотя никто не исключает, да, ты всегда можешь сказать нет, если у тебя нету приязни, неприязнь, наоборот, к человеку, да, ну, предположим, что он согласился, то в раскладе это все равно будет проскальзывать, и искажение будет, и неприязнь будет, это будет считываться. Поэтому, с одной стороны, прорабатывая себя, мы перестаем проецировать на клиента и перестаем проецировать на расклад свои какие-то блоки, свои какие-то убеждения, свои какие-то травмы. С другой стороны, расширяя собственное сознание через получение новой информации, мы можем интерпретировать уже расклад немного иначе. То есть тем самым мы способствуем в некоторой степени и развитию клиента. Потому что одно дело, когда мы как-то узконаправленно будем говорить, не знаю, о каком-то, не знаю, какой-то предмет, о каком-то, о какой-то ситуации, да, то есть через косноязычие, через какие-то травмы. Я просто слышала такое на YouTube, да, особенно когда это, допустим, расклады на личные какие-то отношения, вот предвзятость и зашоренность таролога, когда начинает высказываться в контексте того, а зачем вам нужен такой мужик, который, например, ну, я не знаю, к вам вот так вот относится. Это узконаправленность. Если бы таролог в этот момент прорабатывал себя, прорабатывал свои травмы, если бы он расширял кругозор своего восприятия, читал много литературы, непосредственно связанной с психологией, с пониманием, да, мышления других людей, он бы понял, что поведение партнера связано имеет свою какую-то причину, да, причину в прошлом, возможно, в воспитании. То есть то, что мы видим по результату, ну, например, человек не умеет, ну, не говорит о словах любви, да, к женщине. И может таролог, допустим, так сказать, зачем вам такой мужик, если он вам не говорит о своих чувствах. Но при этом, если бы человек, ну, таролог, запарился, заморочился немножечко, да, и почитал больше бы литературы, он понял, что есть разные языки выражения любви. В данном случае, возможно, мужчина выражает свои чувства через заботу, да, через внимание. Да, он словесно не может ей сказать, например, я тебя люблю. Он не привык, он не умеет. Но у него причина, возможно, есть какая-то травма. И, понимаете, когда транслируешь клиенту, что вот данный мужчина имеет вот такие вот свои причины того поведения, да, которое он вам показывает, что это не имеет напрямую отношения к вам, а это имеет отношение к нему, к его прошлому, то понимание такого партнера, да, когда ты показываешь клиенту, что смотри, вот это его характер, вот это вот его прошлое,
ты даешь возможность клиенту выбирать, оставаться с этим человеком или нет. Можешь ли ты справиться с его травмами, то есть принять их, и принять этого человека такой, какой он есть, не потому что он плохой, а потому что у него есть бэкграунд определенный. Когда ты это подсвечиваешь, ты даешь право выбора своему клиенту. И клиент сам решает, хочет он оставаться с этим партнером или нет. Но когда ты предвзято как-то относишься и говоришь, да, вот он тебе не говорит, что он тебя любит, он тебе не дарит цветы, он там, я не знаю, за тобой не приезжает после работы, или наоборот, вы идете куда-то, да, и вот он говорит тебе о том, что давай будем платить пополам. Но если он такое говорит, значит, ну, это не ваш человек. Но это же показывает непосредственно, что таролог проецирует свои какие-то взгляды, свою картину мира непосредственно на расклад и на клиента, на того мужчину, которого рассматривает. И вот, это непосредственное искажение информации. Поэтому второй момент, то есть первый – это непредвзятость, второй момент, когда сам таролог должен работать над собой. Он должен расти, он должен развиваться. Он должен, да, ключевое слово должен, потому что если ты выбрал эту профессию, если ты выбрал профессию работать с людьми, то будь добр понимать людей. Ты можешь не любить их, да, ты можешь их не принимать, но понимать психологию людей, вот мне кажется, это вот прям, необходимо. Почему? Потому что, если, опять же, ты делаешь расклады, непосредственно связанные с мыслями, чувствами и действиями другого человека. Потому что как ты можешь передать мысли другого мужчины, другого человека, мужчины в данном случае, да, если ты не понимаешь, как вообще происходит мышление, да, в голове человека. То есть как ты это будешь интерпретировать. Это будет примитивно, на мой взгляд. Субъективно. Я сейчас субъективна, и я сейчас вот прям, серьезно, я очень требовательна. То есть как ты можешь сказать, что чувствует человек, когда ты сама свои собственные чувства не разбираешь, ты сама за ними не наблюдаешь, ты сама не понимаешь, как чувства и эмоции, которые у тебя рождаются внутри, являются следствиями твоих каких-то мыслей. Ты не видишь связь между мыслями и эмоциями внутри себя, ты их не понимаешь, как ты это можешь протранслировать, передать эту информацию в раскладе. Я это не понимаю. Для меня это вот прям низкий такой уровень. Ну окей, это имеет место быть. Я всегда высказываю свою точку зрения. Вот. И третий момент, значит, первая непредвзятость, вторая бесконечная такая работа самосовершенствования над собой. И третье, но не последнее и немаловажное, это понимание непосредственно системы Таро и глифов. То есть это развитие именно в Таро. То есть, на мой взгляд, таролог должен совершенствоваться именно в системе Таро, в понимании. Неоднократно говорила и буду говорить о том, что недостаточно просто смотреть. То есть Таро – это не система Ленорман. Опять-таки, там тоже система. И это не оракульная какая-то система. Это не значит, что ты, как Ленорман, посмотрела на цветы. Все, цветы – это беседа, да, либо там птицы, если… Я не разбираюсь в Ленорман, поэтому если вдруг кто-то знает, я могу ошибаться. Насколько я понимаю, там есть две категории, например, птиц, да, там совы, либо птицы. Одни указывают на сплетни, другие на какую-то информацию. Но это вот такая, знаете, символика, она такая достаточно, на мой взгляд, примитивная. Если бы… Допустим, я опять же не знаю, это в Ленорман это может быть или нет, но вот, например, в Таро, если мы посмотрим на известный аркан Шута, недостаточно говорить о том, что это просто какое-то легкомыслие, да, либо безответственность. Нужно этим ключевым словам находить символы, которые изображены непосредственно в аркане. То есть понимать каждый глиф, почему изображен именно Шут, почему он смотрит на небо, почему он смотрит в левую сторону, например, а не смотрит в правую сторону, что означает каждая сторона. То есть понимание каждого символа, разбирать откуда, что.
То, что я люблю говорить и буду говорить неоднократно. Второе, есть мифология. Изучать мифологию. И изучать мифологию – это не значит прочесть, там, допустим, что Шуту соответствует миф бога Диониса. То есть это не просто сказать, где он родился, да, что он делал, его историю. Нет, а понимать, что означают эти мифы, какую смысловую нагрузку они несут, почему именно Дионис изображен в аркане Шута, какая связь между ними есть. То есть это намного, это все так глубоко и все взаимосвязано. И это не только, например, в классике, да, там Райдера, в колоде Уэйта, и либо в колоде Кроули, в английской школе, да, «Золотой зари». То есть это все, эта вся информация заложена. Раньше ее, конечно же, передавали, и сейчас много информации передается через ордена. И на самом деле я вот некоторое время назад запарилась и заморочилась, почему берется вот эта вот клятва о неразглашении информации. И пришла к выводу того, что на самом деле все знания, они лежат на поверхности, их можно найти, даже не вступая в ордена. Но вот, допустим, в орденах передается информация, которая может быть как граната для обезьяны. То есть если человек неподготовленный, информацию, которую он может получить, это может разрушить его психику в первую очередь. То есть эта информация может навредить самому человеку, потому что он неподготовленный, с одной стороны. А с другой стороны, неподготовленные люди, они не воспринимают эту информацию, они ее не понимают. Они могут ее высмеивать просто потому, что не понимают. Поэтому, почему я сказала про ордена? Потому что, в принципе, очень много глубокой информации, такой, знаете, философской, эзотерической, передается именно в скрытых каких-то закрытых братствах, да, в закрытых каких-то орденах. Но еще раз скажу, ее можно найти, только нужно ее искать по крупицам и самостоятельно, и это будет очень долго. Но если целенаправленно идти, опять же таки, да, в понимании, нужно ли это тарологу. Вот мне кажется, если таролог хочет быть качественным, опять же, все зависит от цели. Для чего вы изучаете таро? Я изучаю таро для того, чтобы понимать себя. И мое направление, как я говорю уже неоднократно, связано непосредственно с ценностями, убеждениями, самопознания. А чтобы понять себя, мы сами по себе какие-то такие достаточно сложные. Вот, с одной стороны, простая такая модель, а с другой стороны, она какая-то такая многослойная, многоуровневая. И понять сразу не получается. Это путь. Ты не можешь за один раз сесть и понять то, как ты устроен. Даже и анатомию учить за раз не получится. Это вот прям очень кропотливый такой труд, да, иначе бы врачи не обучались по 5-6 лет, пока там еще пройдут ординатуру и специализацию и так далее. Вот. Так же, как и, скорее всего, адвокаты, да, тоже долго учатся. Но возвращаясь к нашей теме, насколько это важно? Вот мне кажется, да, что изучение и понимание Таро, возвращение к истокам, понимание истории, хотя с историей Таро здесь тоже как-то не все так просто и не все так однозначно, потому что очень много версий происхождения Таро, и сказать, какая из них правильная, верная, невозможно, за исключением вот именно того момента, когда Таро появилось в Европе, когда уже есть доказательства печатных арканах. До этого какую-то информацию, это будет, она не подтверждена, и сказать о достоверности очень сложно. Но в любом случае, да, изучение тех людей, которые так или иначе соприкасаются к Таро, исторические люди, да, исторические я имею в виду там Уэйт, Кроули, Мазерс, Леви, и там, я не знаю, Ригарди, в общем, люди, которые так или иначе имеют какое-то отношение к Таро,
изучение их взглядов, ведь они не случайно занимались этим, они не случайно изучали Таро. И уверена, что для них это была не предсказательная система, да, а именно самопознание, то есть у них какие-то другие цели были. Они изучали именно развитие и эволюцию души, которую, в принципе, вся эта информация заложена в Таро. И вот мне кажется, для серьезного таролога, да, именно исследовательский процесс Таро и расширение своих знаний именно в этой области необходимо. Поэтому закрываю, да, на этом свое повествование и подытожу. Значит, 3 важные вещи, на мой взгляд, для таролога. Первое – это непредвзятость. Вторая – проработка себя как профессионала, а там так же, как и второму, можно бесконечно развиваться, потому что нету предела, да, совершенствования, узнавания себя, да, мне кажется, это интересный процесс. И третья важная вещь – это изучение непосредственно Таро. То есть если кто-то думает, что да, я изучил ключевые слова, вот, и понимаю основные вещи, и на этом все, то, мне кажется, этого будет маловато. Лично мне мало. Да, лично мне мало, потому что в ноябре уже будет 6 лет, как я, даже не в ноябре, а в октябре, 6 лет, как я в Таро. И за этот период, можно было сказать, что, в принципе, основные-то вещи я могла бы уже изучить. Но вот мне кажется, что я все равно недостаточно знаю. И я постоянно изучаю какую-то новую литературу и каждый раз открываю по-новому для себя Таро, по-новому какую-то информацию. И это видно, если вы наблюдаете за моими раскладами, то как я трактовала карты, там, я не знаю, 5 лет назад, 3 года назад расклады есть на канале, либо сейчас, мне кажется, разница присутствует. Я не говорю о том, что тогда это было все так глупо, примитивно, а сейчас это хорошо, качественно. Нет. Я просто говорю о подаче самой информации, о считке, о глубине. Вот. И чем больше я расту, тем глубже я вижу и считываю информацию, на мой субъективный взгляд. Вот. С одной стороны, это может быть не есть хорошо, потому что я знаю, что есть подписчики, которым вот даже то, что я считаю, что я слишком доступно и просто объясняю, для них это, скажем так, квантовая физика, да, очень сложно. Вот. Но, опять же таки, все зависит от этапа развития, на котором находится человек. Мне кажется, что канал самопознания, он должен расти, он должен передавать все больше и больше новой какой-то информации, чтобы расширить сознание тех людей, которые слушают эту информацию. Это сейчас о канале. Но 3 вещи, на которые я бы обратила внимание каждого таролога, я озвучила. На этом все. Пишите свои комментарии, пишите свои темы, на которые вам интересно, возможно, было, чтобы я записала беседки, болталки. Вот. У меня есть еще список тем, на которые я хотела бы записать ролики. Эти темы выбирались в чатике телеграм-канала. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Ссылка есть под любым моим роликом. Да, под любым моим роликом с раскладами, нажав на ссылку «Мои услуги». Вот, там есть телеграм-канал. Почему я его сразу не пишу? Наверное, кто-то задумается, почему ты сразу не даешь свой телеграм-канал. Дело в том, что я очень такой спонтанный человек. Вот, и сегодня я могу открыть, например, как у меня была запрещенная, да, например, в России сеть Инстаграма. Вот. Потом в какой-то момент мне пришло в голову, что мне неинтересна эта площадка, и я ее закрыла. Вот. А ссылка остается. И пересматривать заново все свои ролики, и переписывать ссылку, удалять, либо говорить о том, что она не рабочая, для меня это как-то лишний труд. Поэтому я предпочитаю дать одну ссылку, которая называется «Мои услуги». Она есть под любым моим роликом, к раскладам. Нажав туда, да, вы сможете получить абсолютно всю информацию и про мои услуги, и про мои контакты, да, и про Телеграм, и все такое. То есть там мне проще что-то откорректировать, потому что это один документ.
чем потом просматривать каждый ролик, где и что, какую ссылку я оставила, и корректировать. Вот, я про это никогда не говорила, но сейчас решила это сделать. Все, на этом прощаюсь. Всем пока-пока.